Сегодня я вам предлагаю приготовить вместе со мной карамельный лук. Мы будем его тушить в красном вине. Кстати, такой лук вы можете заготовить на длительное хранение, а можете прямо сразу же употреблять в пищу. Он очень вкусный, потрясающе подходит к всевозможным патэ и паштетам. Пойдемте на кухню и давайте готовить вместе. Полный список ингредиентов, как обычно, вы найдете в описании под видео. Нам потребуется 5 средних луковиц. Выбирайте сладкие сорта. Можно взять красный лук, как у меня. Можно взять желтый, белый лук, тот, который вам нравится. Конкретно этот вид лука я буду нарезать полукольцами. Это самый удобный вариант нарезки. Но также вы можете использовать нарезку кубиком средним, либо же перьями. Старайтесь, чтобы кусочки лука были одинаковой толщины и размера. Тогда он будет равномерно обжариваться. Лук готов, приступим к его обжарке. Для этого на сковороду с толстым дном налейте оливковое масло, прогрейте его и добавьте несколько веточек тимьяна. И затем добавляем нарезанный лук. Обжаривайте лук на среднем огне, обязательно разровняйте его и периодически помешивайте, но не очень часто. Перемешивайте всегда снизу вверх, чтобы лук обжаривался равномерно. Следите за тем, чтобы ни один кусочек лука не подгорел. Это очень важно. Не оставляйте кусочки лука на бортиках, чтобы они не подгорали. Сдвигайте его вот таким образом к середине. Для каждого сорта лука, в зависимости от его сочности, потребуется разное время приготовления. Но первый этап примерно будет длиться для всех одинаково, это 5-7 минут. Здесь мы должны обжарить немного лук, прогреть его хорошо, чтобы он стал мягким. И этот этап мы проводим без крышки, обжариваем лук. Я помешиваю лук в среднем где-то раз в минуту или в 2. После 5 минут обжаривания, когда лук стал мягкий, накройте сковороду крышкой. Через пару минут откройте, помешайте. Для создания пряного вкуса добавьте горсть семян кориандра. Просто разотрите ее в руках. Добавляем 1 столовую ложку сахара. Пол чайной ложки соли. Перемешиваем. Свежемолотый перец добавляем. Добавьте 2 столовые ложки винного уксуса, либо можно добавить фруктового уксуса, который у вас есть дома. У меня домашний яблочный. И затем добавляем 1 бокал красного сухого вина. Выбирайте под свой вкус.
Основные ингредиенты добавлены. Теперь буквально 2 минуты мы оставляем томиться на среднем огне, чтобы вино хорошо прогрелось. Далее мы убавляем на минимальный огонь, накрываем крышкой и будем томить примерно в течение 5 минут. Затем мы убираем крышку и оставляем его томиться еще в течение 10-15 минут. Все от вашего сорта лука будет зависеть. Наша задача сделать так, чтобы вот вся жидкость, которая находится на дне под луком, чтобы она вся испарилась. Посмотрите, какой он уже красивый и как звучит. В это время вы можете заниматься какими-либо своими делами, но периодически подходите к луку и смотрите, осталась еще жидкость на дне или нет. Здесь она еще осталась. Продолжаем томить. Разравнивайте лук, чтобы он равномерно пропитывался ароматами трав и вина. Вот, посмотрите, какой результат нам нужен. Жидкости нет на дне под луком. Все, это значит, что наш лук готов. Теперь нам нужно его разложить по банкам. Из этого лука вы можете сделать заготовку для длительного хранения. Для этого вы просто используете стерильную посуду, перекладываете в нее, закручиваете как джемы или варенье и оставляйте на хранение. Можно, если хотите, хранить в холодильнике, но он и так будет хорошо сохраняться и при комнатной температуре. Ну а я в свою очередь перекладываю просто в обычную баночку, буду хранить несколько дней, если повезет, в холодильнике, потому что лук этот невероятно вкусный, и я уверена, что мы его съедим за 1-2 дня. После того, как банка будет заполнена, можете добавить сверху 1-2 столовые ложки оливкового масла экстра virgin. Наш карамельный лук в красном вине готов. Посмотрите, какой он красивый, и он невероятно вкусный. Используйте его с патэ и паштетами. Кстати, это мой домашний паштет. Можете посмотреть этот рецепт также у меня на канале. Приятного вам аппетита, друзья, и до новых встреч!